Здравствуйте, друзья! В этом видео я сегодня хочу показать вот эволюцию инструмента с 40-х годов, наверное, 50-х и вот по сегодняшний день. Сегодня, допустим, чтобы там в стене просверлить отверстие, там повешать картину, там в кирпиче, в бетоне не составляет никаких проблем. Минута-две и все готово. А раньше вот такой вот коловорот, вот это называется, сверлили все вручную. То есть, и что это такое? Это вот 40-е, 50-е годы. Ну, начало, может быть, 60-х. Вот они выпускались. И что из себя он представляет? Это вот патрон. Сюда зажимаются сверла. Вставляешь вот таким вот образом и начинаешь сверлить. То есть, в одну сторону он работает. Вот, смотрите. То есть ручка, вот сюда давишь. Это я все покажу. Это вот мы будем кирпич сверлить. Вот они сверла. Всевозможные по бетону. Обычные сверла. Вот смотрите, сейчас расскажу про коловорот. Что он из себя представляет. Вот ручка. Вот такое вот происходит вращение. И вот как бы в принципе тут ничего сложного. Вот надо нам повешать полку, картину или что. И вот как люди вот сверлили. Допустим, в кирпич. Кирпич в бетон. В дерево-то понятно, он легко войдет. А вот как вот пройти кирпич вот таким вот ручным инструментом, окунемся немножко в старину. И начнем. Поставим мы просто сверло сейчас обычное. Вот такое вот сверло. Это вот по металлу. Специально у меня по бетону тоже есть. И просверлим. Вот берем мы кирпич. Вот таким вот образом надавливаем и начинаем вращать. И вот что мы видим. Сверло по металлу. Сверло упало, потому что плохо закрепил. Но закреплю сейчас. Взял ключ и продолжаем мы сверлить. Это обычное сверло. Но, естественно, будет очень плохо сверлить и затупится. Вот смотрим, эффекта почти никакого, но идет. Давайте даванем. Давайте даванем посильнее. Идет. Оно затупится, естественно. Нужно туда немножко водички налить. Все, слышите, заскрипело. Сверло затупилось. И насколько мы прошли, посмотрим. Ну, сантиметра, наверное, на 1,5. На 2. На 1,5. Сверло заскрипело, все, оно затупилось. А дюбель наш еще ой-ой-ой. Ну, давайте возьмем по бетону сверло. Уберем вот это. Вот, друзья, взял я сверло с победитовой напайкой. Вот такое. И вот сейчас мы сверлили обычным сверлом по металлу. Сейчас с победитовой напайкой. Ну, сейчас дело, естественно, побыстрее пойдет. Продолжим. Ну, сейчас встану, чтобы весом надавить. Это вот как ледобур. Ледобур еще для рыбаки-то используют. Вот это коловороты есть. Сильно, конечно, давить не надо, потому что победитовая напайка. Мусор надо вычищать, ничего не вычищаю. Ну вот идет наш коловорот. Так. Достаем. Мусор все равно доставать надо. Смотрим. Ну вот. Видите? Почти половина чопа нашего дюбеля. Раньше чопиками называли. Деревяшку вбивали. Вот в такое вот раньше не было вот такого. То есть вбивали деревяшку, выстрагивали. Просверливали потом маленькое отверстие. И шуруп потом, естественно, вкручивали. Маленькое отверстие, шуруп должен был быть больше. Сверло
Ну вот, смотрите, вот я просверлил. Еще, наверное, минут 10 точно сверлить. Вот примерно на одно отверстие, вот я сколько просверлил, вот он дюбель, если еще там чуть-чуть вычистить, наполовину, и сверлил я сколько? Ну, пусть минут 5-7. Ну, в общем, на одно отверстие минут 15. Плюс, если есть подходящие сверла, опять же. Вот так вот раньше люди работали. Вот дальше появляется вот такой вот инструмент. Ручная дрель. Редукторная. То есть тут стоит редуктор. Это, наверное, уже 60-е, 70-е года. Вот смотрите, тут даже две скорости. Вот мы сейчас посмотрим ее. Мы ее отметим. Вот здесь вот. Сейчас посмотрим редуктор, с какой скоростью работает у нее. То есть вот ручка в этом положении находится. Вот патрон пошел. Сейчас сколько вот оборотов я ручкой сделаю. Один оборот ручкой и сколько раз повернется патрон. Вот давайте начнем. Рисочку видите? Вот я начинаю. Считаем по патрону. Раз. Два. То есть вот этот вот редуктор получается, он один редуктор. Вот эта часть редуктора получается 1 к 2. То есть один оборот ручки. Это значит получается 2 оборота патрона. Мы вот здесь запишем. 1 к 2. То есть это уже, наверное, для тяжелых работ. Сейчас переставим мы ручку. Вот на эту часть редуктора. Вот. И тоже посчитаем сейчас. Здесь, где наша метка. Ну вот начнем мы с меточки. Вот снизу вот ручка у нас. Будем считать сейчас. Сколько оборотов патрона. Раз. И вон там 2. 3. 4. 5. Вот ровно 1 к 6 получилось. Вот тут запишем. 1 к 6 работает. То есть это у нас медленная скорость, большая скорость. Это, как я понимаю, для тяжелых работ. Когда не сверлится на большой скорости, вы не просверлите. Вот 1 к 6. То есть это вот для тяжелых работ, когда что-то не сверлится, не идет на маленькой скорости. А когда нормально, все в порядке, и скорость побольше, то есть это вот 1 к 6. Ну и давайте продолжим наш кирпич сверлить. И начнем. Тут даже под плечо есть, то есть с упором. На большой скорости сверлю. 1 к 6. Опа, плохо затянуть сверло. А тут сверло только вручную тянется. Больше никак. Нет, ну тут можно ключом затянуть. Ладно, если что, газовый возьму. Газовым ключом только. Тут ничего такого специального нет. Вот сверлим. Ну, тут уже дело идет намного быстрее. Тут уже минут за 5 можно управиться. Вот это я по металлу иду. Что, глянем для интересу. Ну вот я почти за минуту. А, тут же еще мы сверлили-то коловоротом, мы же по бетону брали сверло. Ну что, вот берем сверло по бетону. Вот сверло по бетону начинаем. Начинаем наше сверление. Победителя насадка, конечно, на камень хорошо. Сверлим 1 к 6. Один поворот нашего вала — это 6 поворотов патрона.
Все свистит, гудит, но идет. Сильно давить не надо. Если надо сильно давить, надо вот на эту часть редуктора переключаться, на меньше обороты. Охота побыстрее. Но если идти не будет, придется переключаться 1 к 2 оборота. И вот еще технология. Допустим, если не идет, допустим, бетон, этот кирпич, есть вот такие вот пробойнички. Были вот такие вот пробойнички. То есть вставляешь, когда уже сверло, допустим, не идет, надо, естественно, очистить отверстие. То есть либо пылесосом, либо продуть. Брали вот такие пробойнички, либо какое-то сверло и вот так вот по кругу долбили. Я специально сильно не долблю. То есть подолбят, как перфоратор получался. Так вот подолбят или каким-нибудь сверлом, допустим, с победитовой насадкой. Можно какое-нибудь старое сверло. Подолбили. Вставляют. И дальше сверлят. Вот такая технология. Ну вот, мы уже углубились. Ну вот, уже дальше. Опять, отверстие почистить, то есть перевернуть его, продуть. Но я ничего не продуваю, просто вам показываю. Пробойничком побили. То есть своего рода перфоратор. И дальше сверлим. Оно идет, вот оно сразу прошло. Технология, так сказать. Так, надо нам... померим. Нет, долго просверлить. Вот такой вот процесс, друзья. А вот сейчас еще немножко побьем. Еще побили по кругу, то есть, чтобы пооткалывать. Побили, опять сверлим. После каждых ударов хорошо идет. Перфоратор сколько бывает? Наверное, 4000 или 3000 ударов в минуту. Здесь в минуту, раз, наверное, 5 можно побить. Ну вот. Ну ладно, хватит, наверное, ручную дрель. Ну, ручной, конечно, попроще. Вставляем наш дюбель. Ну вот, до конца, в общем. Ну, минут, наверное, я 8-10 потратил. На это бы я минут 15-20 бы потратил. Ну вот, в общем, как бы прогресс пошел. Теперь будем другой. Начнем электроинструмент. Пошел тоже в 70-е, 80-е годы. Сейчас покажу. В 70-е, 80-е года пошел вот такой вот уже электроинструмент. Вот у меня на примере вот эта дрель электрическая. Вот тут 80-й год, мощность 400 Вт. Но если написано на ней 400 Вт, она 400 Вт и выдает. Нынешний электроинструмент, допустим, заявлено, допустим, 1000 Вт. Меришь, допустим, он всего может 800-700 выдавать, а то и вообще половину. Раньше вот что заявлено, то так оно и было. Тут мощный редуктор, можно стены сверлить спокойно. Можно хоть насквозь. Редуктор мощный, дрель очень мощная. Но регулятора оборотов на дрели нет. То есть выпускали без регуляторов. Скорость здесь, по-моему, 800 оборотов в минуту. То есть не регулируется. Вот я поставил сверло. Наше, которое мы сверлили и коловоротом, потом ручной дрелью. И вот я его поставил обычное по металлу.
И вот сейчас будем рядом отверстие сверлить. И начинаем. Давить тут сильно не надо. И отступаем где-нибудь вот здесь. Потому что если по одной линии делать, кирпич расколется. Надо в разных местах. И поехали. Горит сверло. Надо водичкой поливать. Жалко сверло. Сейчас с охлаждающейся жидкостью надо. Потому что сверло, иначе оно нагреется, посинеет, там потом почернеет и все. И сверло отпустилось. То есть произойдет отпуск стали. То есть сталь станет намного мягче. И сверло уже можно будет выбрасывать. То есть закалка сверла уйдет. Поэтому сильно давить не надо. Видите, дымит? Ну что, надо водичку сейчас буду подливать. Будем пробовать. В стене, допустим, вот так вот сверлить. То есть, естественно, как вы туда воды нальете? Ну, можно, конечно, брызнуть. Но сверло можно в какую-нибудь твердую смазку, в литол окунуть и сверлить. Ну, давайте водички подольем. Чуть-чуть в отверстие. Полученное посмотрим. Вот слегка налил. Начинаем дальше. То есть здесь уже можно было что делать? Пробойничком, допустим. И что можно делать? Сверло отпускать и давить. Вот такие вот движения. Как бы как перфоратором работать. То есть вынули сверло, достали сюда. То есть вот такие вот. Такую долбёжку. Туда-сюда, туда-сюда. То есть вот такие вот можно было движения. То есть достали обратно, достали обратно. И вот такое вот. Так, где наш молоток? Берем молоток. Берем пробойничек. Подстучали. Сильно не стучу, потому что кирпич раскалю. Подстучали. И обратно за нашу процедуру. И опять сверло достаем. Туда-сюда, туда-сюда. Вот вам современный перфоратор. Ну, это я обычным по металлу. Сейчас по бетону возьмем, естественно. Сверло уже заодно помоем тогда. Одели сверло по бетону. И вот оно, которым уже сверлили. И поехали. Достаем туда, достаем туда. Также водички подольем. Сверло улетело немножко наше. Подтянем его. Старая дрель-то уже 45 лет. Пробойничком пройдем. Видите, обороты не регулируются. На одних оборотах, мне бы обороты поменьше, она 800 выдает, и все там 750. Ну, может, чуть поменьше. Ну, наш перфоратор сработал. Продолжаем. Достаем туда, достаем туда. Опять побьем. Пробойничком побили, покрутили его всяко разно.
Померим чопик наш. И продолжаем. Достаем сверло и туда. Просверлили мы его насквозь. Видите, кирпич запрыгал. Все, мы его пробили. Ну, минут, наверное, 5-7 мы потратили. Может быть, 10. Вот, смотрите. Все зашло. Ну, то есть полностью. Вот даже вам, подождите, покажу. Сильно загнал его. Вытащу сейчас. Ну вот сквозное, смотрите, видите? Вот оно, насквозь прошли. Ну то есть чоп тоже сюда. Так, переходим на другой аппарат. И вот уже следующая, значит, модель дрели. Это вот уже 90-е годы. Вот год выпуска 1992. 420 ватт. Вот она марка. ИЭ 1035Э. Вот она, регулятор оборотов уже здесь. То есть кнопка зажимается, ну, на той модели тоже предыдущая она зажималась. То есть включил ее, и она, чтобы не отпускать ее, чтобы она постоянно сверлила. Там тоже такое было. Но здесь уже, вот она регулировка оборотов. То есть я могу кнопку эту, сверло так, сверло я уже вставил, обычное по металлу десятку, которые сверлили. Здесь я, значит, нажимаю, могу регулировать скорость уже. То есть вот, могу с такой скоростью сверлить, могу с максимальной. То есть очень удобно. И вот сейчас на маленьких оборотах мы будем сверлить сверлом по металлу. И вот что мы и начнем. На предыдущей модели, значит, она была 80-го у нас года. Было 400 ватт на ней. Здесь уже заявлено 420. Но тут не заявлено, они тут и есть. 420 ватт. Если пишут, значит оно так и есть. Дрель очень мощная, тут редуктор. То есть сверлить можно прям стены насквозь бетонные. Регулировка оборотов, как я уже сказал. Патрон. Тут сверло можно даже на 20. На 16 уже вставить. Ну и начнем сейчас новое отверстие. Вот, как я уже сказал, сверло по металлу обычное. И будем на маленьких оборотах сверлить. То есть сверлим вот таким вот зигзагом. Как я уже говорил, по одной линии нежелательно. Начинаем. К краю тоже близко кирпичи не нужно сверлить. Вот маленькие обороты. Это я как бурю буром. Можно сразу водички, чтобы сверло не перегреть. Капельку. Капелька у нас не получается, но все равно. И вот сверлим. Сейчас можно отпустить. Сверло уже тупое. Мы уже сколько насверлили, ну ладно. В принципе. Чем совершеннее модель, тем сверло как бы у нас немножко тупее становится. То есть здесь мы тоже немножко можем достать его, надавить, достать, надавить. Ну вот опять та же технология. Достали его, можно обороты добавить, но горит. Вот не хочу сверло сжечь. Опять берем пробойничек. Удара здесь же нету. На тех тоже моделях не было. Лет, наверное, 40, наверное. Ну, наверное, не 50 лет, 40 назад перфораторы были, конечно. Но это такая большая редкость. И то, наверное, производство какое-нибудь там Болгария. Что-нибудь такое. Их было практически не достать. Если даже у кого была электрическая дрель, это считалось, что вообще это круто. Это, наверное, как космическая ракета, как будто у человека есть. Ну вот, постучали слегка.
И поехали. Вот, достали. Надавили. Вода горит. Ну, можно подлить. Все равно сейчас перейдем на это, на победитовое сверло. То есть достаем, давим, достаем, давим. Вот такими движениями. Туда, сюда, туда, сюда. Получается своего рода не бью, а как бы давлю, достаю, давлю. И он как бы в каше в это сверлит. Я могу и обычным сейчас сверлом его пройти. Ну, вот кашицу можно туда вот эту раз. Вот так вот тоже своего рода технология. Ладно, хватит, наверное, сверло это мучить. Давайте возьмем победитовое. Ну вот одели наше сверло по бетону, которым уже вот сверлили 3 отверстия. И сейчас будем дальше продолжать. Маленькие обороты. Достаем, давим, достаем, давим. И обороты большие просто не включаю. А так сверлит вообще замечательно. Но оно лучше, конечно, вот этого предыдущего. Наше без регулировки оборотов. Вот это справляется. Это однозначно. Небольшие оборотики, оно как мур. Сделаем вывод, вот это намного удобнее и быстрее будет. Если я сейчас обороты дам, оно пролетит насквозь, этот кирпич. Кто-то просверлил, а это тоже просверлит. Это я вам гарантирую на 100%. В общем, берем чопик, убеждаемся, все в порядке. Вот это намного удобней. И по шуму, по энергозатратам, то есть ты регулируешь процесс. Там он практически нерегулируемый. Ну, делаем вывод, то есть усовершенствование уже электроинструмента пошло в гору. Вот этот намного лучше. И будем переходить на другую модель уже, современную. И вот подошли уже к современной модели. Это вот западная модель, Германия, вот она, бошевская, написано Bosch. 880 ватт он, это 2.28, марка у него Bosch GBH 2.28. 3 режима у него, значит, работы. Это сверление, то есть как отбойный, сверление с ударом и как отбойный молоток, то есть может работать уже 3 в одном, значит. Энергия удара у него 3,2 джоуля. 880 ватт он. Вот уже специальное на него вот такое вот сверло уже. Обычные сверла вот эти вот, они уже не подходят. То есть тут вроде SDS плюс считается. Ну, то есть сверла уже вот с таким вот хвостовиком. Режим сверления и удара сразу. То есть вот они режимы переключаются. То есть это сверление с ударом. И просто как отбойный молоток может вставлять пику отбойного молотка и работать. Мы же будем работать на сверление с ударом. Вставляется, то есть без всяких зажимных приспособлений и ключей.
Просто берем так вот, вставляем наш хвостовик и до щелчка все. Все сидит на месте и можно работать. Регулировка оборотов тут автоматически от силы нажатия курка вот этого кнопки. Также есть реверс. Вот она. Вот он, значит, поворачиваем. Реверс. Обратно в другую сторону. Включаем в сеть и будем сверлить. И вот сейчас посмотрим разницу между советским инструментом и вот современным импортным. Вставляем и начинаем. Сильно с краю тоже нельзя. Вот буквально можно время засечь. Начали. Тут можно уже охлаждающую жидкость. Маленько можем линуть. То мы уже воду лили в другие лунки, он сыроватый, немножко кирпич стал. Продолжаем. Ну, расколол кирпич. Ничего страшного. Просто сильно даванул. Но он бы справился, ему просто. Абсолютно все равно. Можно вот здесь вот сделать сейчас отверстие. Практически просверлил его. Сверло также вынимается. Смотрите. Нажали, достали. Опять вставили, достали. То есть все удобно. Но вот этот аппарат, конечно, справился на отлично. Хоть он и выломил кромку кирпича, но ничего страшного. В стене-то кладка же. Это мы просто голый взяли и наглядно показали. В стене кладка, там, ну, он если и треснет, то ничего страшного не произойдет. Да он там и не треснет. В бетонную стену он также легко пройдет. Вот, наверное, прошло лет 70. То есть, начиная вот с этого коловорота. Потом ручная дрель, значит, была. Дрель без регулировки оборотов. Дрель с регулировкой оборотов. И вот уже современный инструмент. То есть, уже и отбойный молоток. И тут и дрель сразу. И дрель с ударом, то есть и перфоратор. 3 в одном. Как бы вот прошла эволюция электроинструмента. И сверла уже соответствующие под вот этот современный инструмент. Уже буры современные. Вот как бы так. Спасибо вот за внимание. До свидания.